Здравствуйте, дорогие друзья! А мы продолжаем рассказ о постоянной экспозиции нашего Курганского областного художественного музея имени Германа Алексеевича Травникова. И сегодня мы вновь находимся в прекрасном, ярком зале кораблей. И сегодня я вам расскажу немного о нашей коллекции этих замечательных экспонатов. И первый экспонат, про который я хочу вам рассказать, это новгородская ладья. И построена она была в великом городе Новгороде. Она напоминает дракар викингов. На таких суднах русские купцы ходили в страны разные для торговли. Такие корабли имели одну мачту. Нос корабля обычно делали в форме фантастического зверя. В экипаже было 10-12 человек. Один из них, мальчик лет 12, выполнял всю хозяйственную работу. При хорошем ветре ладья была быстроходным судном. Ее использовали для перевозки грузов, а также ловили морского зверя. А вы знаете, какими морскими приборами пользовались моряки в прошлом во время путешествий? Моряки пользовались, конечно же, компасом. Он служил для того, чтобы корабль не заблудился в бескрайних морских просторах. А еще компас моряки ласково называли маточкой. С помощью стрелок компаса было легко определить, где север, где юг, где запад, а где восток. А время моряки определяли по солнечным часам. Вот они, перед вами. Пользоваться солнечными часами можно было только днем, и если на небе было солнышко, ведь солнце, точнее тень от солнца, здесь заменяло часовую стрелку. У каждого корабля есть мачта. Чаще всего парусные суда имеют 1, 2 или 3 мачты. Очень редко 4 или 5. Если у корабля 3 мачты, то первая называется фок-мачта. Она ближе всего к носу корабля. Потом идет грот-мачта. Это самая высокая мачта. Потом бизань-мачта. Это самая маленькая мачта. А также у корабля есть реи. Реи – это перекладины, к которым крепятся паруса. Паруса могут быть прямыми и косыми. А также у наших кораблей есть якоря. И, чтобы кораблем можно было легко управлять, есть у него и вот такое приспособление. Как вы думаете, какое? Как оно называется? Пишите в комментариях. Ну что, а у меня для вас есть еще одно задание. Отгадайте загадку. Кто готовит все по-флотски? Макароны, борщ и клёцки, кашу, булочку, компот, кухню кампусом зовет. Итак, пишите в наших комментариях, кто это. А я на этом с вами прощаюсь. До свидания. Спасибо за внимание.